закончили мы на очень неприятной ноте, а именно стук, когда она съехала с эвакуатора. Первые мысли, все, и у меня все упало, я думаю, это у меня уже суммы, на сколько денег я попал дополнительно. Я понимал, что будет какое-то скрытое повреждение, которое придется ремонтировать, но, блин, все равно в глубине души я надеялся, что я вот тот везунчик, которому еще где-то под обшивкой $10 будет лежать на ремонт. Но, увы. Начинаешь думать, она пока съезжает, и уже в голове думаешь, что ну, оно при обороте колеса, вот этот звук, то есть думаю, привод, коленвал, там, блин, оказался привод. Выпал привод, получается, мы привезли машину в пятницу в 4 часа или в 5 часов вечера на СТОшку, а они работают до 6. Суббота, воскресенье у них выходной, они не собирались в этот день заниматься машиной. Просто ее согнали с эвакуатора и поставить. Ну, видимо, спасибо им большое за то, что они, видимо, увидели мою печаль. И в тот же день просто там чуть-чуть разоподняли ее, посмотрели, подразобрали, чтобы понять, что там такое. И я сижу дома, мне приходит сообщение, что Станислав, вот, типа, выпал привод. Так, показываю по машине. Загнали на подъемник. Короче, привод выпал. Сейчас наведется фокус. Привод просто выпал. Вот он. Вот такая ситуация. И в принципе и все. Единственный момент. Будем пробовать искать ключ. Аккумулятор подкинули. Еще не заводится, все окей. Поэтому так бегло. Так, вроде бы понизится целое. Даже заслоночка есть. Я ж такой думаю, ладно, выпал и выпал, классно, вставим, поедем. И я что-то вот за выходные у меня как-то не пришла мысль, что просто так он не выпадает, и вряд ли он станет на свое место. Да, с понедельника разбираемся, они говорят, нет, типа, ну, привод порвало, и его надо менять. И кронштейн двигателя. Вот он. По подушке визуально все хорошо, она не вытекла, сухая. Ну, кронштейн, я думаю, видно. Вот здесь, потом вот там вот сверху, вот еще есть. Вот он, причем сломан.